Добрый день, друзья! Я всех приветствую на своем канале Диорамы из пенопласта. Я не думал, что мой выжигатель по дереву настолько заинтересует зрителей. И хотя я делал ролик, как сделать резак для пенопласта с помощью выжигателя по дереву, я все равно получаю вопросы, что это за устройство, как оно работает, что это за петелька, которой вы вырезаете пенопласт. Я решил сделать дополнительное видео. Так давайте же посмотрим, что это за прибор. В самом устройстве ничего примечательного нет. Это обыкновенный выжигатель по дереву с регулятором напряжения. Приобретен он был еще в советские времена, то есть в моем далеком детстве, еще в 80-е годы. Он рассчитан на 220 вольт и 20 ватт. Единственное, что я сделал, это отрезал основной шнур ручки выжигателя и установил на этот провод розетку. Это сделано лишь для того, чтобы было удобно подключать к этой розетке либо ручку выжигателя по дереву, либо резак для пенопласта. С помощью резака для пенопласта я вырезаю какие-то большие объемные фигуры. Это может быть фундамент, либо основной фасад здания. А также я вырезаю с помощью резака основание самой диорамы, то есть подставки, из пенополистирола. А вот основная ручка выжигателя по дереву служит мне для того, чтобы вырезать уже мелкие части. То есть вырезать окна, либо делать какие-то углубления в пенопласте, либо пенополистироле. И для этого вместо стандартной иглы выжигателя я установил нехромовую нить. Нить была приобретена в те же давние времена и просто лежала и ждала своего времени. И я не знаю сейчас от чего она, либо от плитки, либо от утюга. Кто знает, напишите. Я ее просто выпрямляю и отрезаю нужный мне размер. Дело в том, что если регулятор установлен даже на минимальные значения, если нить короче 7-8 сантиметров, то пенопласт либо пенополистирол начинает плавиться. Так что путем проб и ошибок я вычислил, что нить мне нужна не менее 8 сантиметров. И с таким размером нити получается ровный срез без оплавленных краев. И так как я ничего не приобретал отдельно, я могу лишь посоветовать. Вам нужен выжигатель с регулятором напряжения. А также ручка выжигателя с возможностью замены основного жала на нехромовую нить. Такая ручка. Либо вот такая. Причем ручку можно купить отдельно. И, к сожалению, я не могу дать вам ссылки на тот товар, который я не покупал и не проверял сам. Это уже ваша задача – найти то, что вам нужно, и подобрать лично под себя.